Орбита Луны у Земли А. Разведывательная экспедиция. 17 января 1967 года по новому летоисчислению. 12 часов 15 минут. Напоминаю еще раз задачу нашей миссии. Мы ищем любые источники радио- и телепередач, доступные в радиусе менее 1 миллиона километров от Земли А. Конечно, за столько лет большинство ретрансляционных спутников прекратили свое существование в плотных слоях атмосферы. Но я не исключаю, что хотя бы один спутник все-таки мог уцелеть. И мы его должны обязательно найти. Но у этой Луны нет атмосферы. Совершенно верно. Поэтому у нас гораздо больше шансов найти здесь сохранившиеся спутники, чем у второй группы, которая обследует пространство непосредственно около Земли А. Ничего мы здесь не найдем. После такого удара Луна сменила свою орбиту, и все ее искусственные спутники просто потерялись. Если так рассуждать, то зачем мы сюда вообще прилетели? Вот и я подумал, что мы здесь только потеряем время. Было бы разумнее присоединиться ко второй группе поиска. А почему ты только сейчас об этом говоришь? Где ты был, когда нам давали это задание? Минуту внимания. Я поймал частоту какого-то передатчика. Какой еще код? Похоже, нас взяли на прицел. Если мы не ведем код, то... Ну что? Мне это очень не нравится. Я нашел его. Сейчас увидим его вблизи. Антарес? Первый раз про такое слышу. Что они делают? Постарайтесь подлететь к кораблю как можно ближе. Я ударю по ним электромагнитным импульсом. Думаю, мощности импульса должно хватить, чтобы отрубить ему всю электронику. Можно подумать, что у нас есть другой вариант. Давай импульс. Просканирую его внутренности. Судя по показаниям сканера, этот корабль не содержит живых форм. Возможно, он находится в автономном режиме. Жаль. Я бы очень хотел увидеть здесь живых людей. Живых людей давно не существует. Давайте вернемся к нашей миссии. Нет, здесь что-то не так. Посмотрите на его траекторию полета. Он направляется прямиком на Луну. Теперь, когда мы вырубили всю его электронику, он не сможет сделать маневр, чтобы избежать столкновения с поверхностью.
Знаете, это уже не наше дело. Неужели вам не интересно узнать, откуда прилетел этот корабль? Может, мне это и интересно, но мы здесь не для научных исследований. К тому же я проверил бортовой каталог искусственных космических систем, и никакого Антареса там не значится. Тогда откуда он здесь взялся? Судя по положению корабля относительно его орбиты, он находится на траектории возвращения к исходной точке, где последний раз производился пуск его маршевых двигателей. Я тоже заметил, что он движется задом наперед, как будто в полете ни разу не корректировалась его орбита. Да, сложно поверить, что столь большой корабль ни разу не корректировал свою орбиту. Я предлагаю посетить Антарес, чтобы забрать бортовой журнал. Так мы узнаем все подробности их полета. Если кто еще не в курсе, то это не входит в планы нашей миссии. К тому же это очень опасное мероприятие. С большой долей вероятности на орбите этой Луны мы не найдем больше ни одного космического аппарата. А так, у нас будет хотя бы ценный материал для исследования нашим ученым. Мы не простим себе потери такой возможности узнать что-то новое о мире людей, если не посмотрим на этот корабль внутри. Хорошо. Но у нас будет очень мало времени до того момента, пока Антарес не упадет на поверхность Луны. Думаю, я справлюсь один. Мы проследим за тобой. Удачи! А мы пока прорежем где-нибудь здесь вход, чтобы не терять время на шлюзовые камеры. Осторожно! Ничего себе! Видимо, сдетонировал газовый баллон, в который попал луч лазера. Сейчас попробуем остановить его с помощью гравитационного луча захвата. Все в порядке. Можно начинать переход на их корабль. Хорошо, я выхожу наружу. Похоже, что мы здесь сражались с автоматической системой безопасности корабля. Здесь я не вижу ни одного члена экипажа. Сейчас посмотрим, что здесь спрятано. Ты всегда делаешь то, чего тебя не просят делать? Я только одним глазком посмотрю. Вот и первый скелет в шкафу. Но это не член экипажа. Не отвлекайся по пустякам. Нас интересует бортовой журнал. Согласен.
Отлично. Теперь забирай чип с бортовым журналом и возвращайся. Ну, кто тут хотел увидеть настоящего человека? Я хотел увидеть живого человека. Ладно, заканчивай свои шутки. Забирай чип и давай назад. Уходи оттуда сейчас же. На корабль начали действовать приливные силы Луны. Кажется, я тут попал в западню. Доигрался. Ладно, мы сейчас что-то придумаем. Надо было брать в полет аналитика событий. Вот только твоих советов нам сейчас не хватает. Сделаем так. Вернись к носовым приборам, а я сейчас с помощью гравитационного удара активирую пиропатроны на входе рубки, чтобы отделить ее от других отсеков корабля. Надеюсь, это сработает. Здорово. А что дальше? А дальше я включаю подтягивающий луч. Спасибо, командир. Похоже, что наша миссия на орбите Луны так и закончилась, не успев начаться. А ты что сидишь? Возьми инструмент и открой ему дверь. Я не собираюсь тащить эту груду металла через весь космос. Вы тоже это видели? Лунная лаборатория. 15 мая 1967 года по новому летоисчислению. 2 часа 45 минут. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Щелковская. The next station Щелковская. Что это у вас?
12 клавиш тоже? Да. Будешь делать, как я скажу, и, возможно, останешься жив. Вы кто? Оставайтесь на месте. Я... Не делай этого, спрячь. Ты все испортил. Здесь они ведут себя совсем непредсказуемо. Нужно продолжать эксперименты. Как скажешь. Планета Земля-Б. 7 июня 1967 года по новому летоисчислению. 4 часа 25 минут. Подтвердились наши самые худшие опасения. Человечество могло существовать только в пределах некоторой зоны пространства вокруг системы Земля-А, Луна. При любой попытке улететь за пределы этой зоны у человека пропадала такая важная в его жизни способность, как интуиция, и люди начинали впадать в панику при одновременном появлении у них безотчетного страха, что приводило к трагическим последствиям, как это случилось с экспедицией на корабле «Антарес». Наука людей объясняла подобные аномалии в поведении экипажей космических кораблей влиянием космоса на психику космонавтов. Но мы сейчас точно знаем, что это связано с разрывом нейронной связи с неким информационным полем планеты. Природа этого поля до сих пор не изучена. Возможно, где-то спрятан некий генератор информационного поля, или управление внутренним сознанием людей производилось другой, более высокоразвитой цивилизацией. В любом случае, проверить свои догадки мы не можем ввиду отсутствия среди нас живых людей. А поскольку мы созданы по образу этих самых людей, то мы также должны обладать этой связью. Но практика дальних космических полетов не подтвердила наличие у нас какой-либо связи ни с планетой Земля-А, ни с планетой Земля-Б. Более того, вместо интуиции, как это было у людей, у нас развито врожденное чувство телепатического взаимодействия, и мы, как искусственно созданный вид, можем существовать независимо от какой-либо планетной системы. Мы прибываем на главный корабль. Объявляется 5-минутная готовность. Всему персоналу занять свои места. А я думал, что ты не успеешь на станцию. Уже объявили 5-минутную готовность. Разве я могу вас здесь оставить? Может, вам тоже присесть на дорожку? Какую дорожку? Я сижу в этом отсеке уже 7 суток. Это самое безопасное место на станции. Вот-вот, поэтому я был против того, чтобы ты непосредственно участвовал в работе первой поисковой группы. Вы же прекрасно знаете, что без меня у группы могут возникнуть непредвиденные ситуации. А кто тебя будет вытаскивать, если эти непредвиденные ситуации возникнут? Вы, конечно. Вы и ваш новый чудо-телепорт. Надеюсь, все получится. Конечно, получится.
Ну вот, мы снова вместе. Вы всегда приходите, когда вам что-то от нас нужно. У нас много работы, чтобы мы могли отвлекаться на дружеские визиты. Если не возражаете, то я уведу от вас Анну. Нам нужно обсудить детали поисковой операции. Спасибо, что спросили у меня разрешение. Я не прощаюсь. Через несколько часов мы воспользуемся вашим телепортом. Он должен вступить в эксплуатацию в непрерывном режиме. И до этого времени я не буду отвлекать вас от работы. У нас слишком мало времени, чтобы обсуждать все детали этой экспедиции. Я начну с главного. Во время предыдущих разведывательных экспедиций к Земле А наши пилоты обнаружили очень странное поведение Луны, естественного спутника Земли А. Создается такое впечатление, что Луна вовсе не тот объект, за который она себя выдает. Я тоже заметил некоторые странности Луны во время нашего первого визита к ней, но тогда я не придала этому должного значения. Если наши догадки верны, то нам удастся вернуть Луну на прежнюю орбиту, спасти наших оставшихся под поверхностью Земли А жителей и начать восстановление природных ресурсов планеты в том виде, в каком она нам досталась после цивилизации людей. А начнем мы с того, что с помощью радара найдем под поверхностью Земли А пустоты в виде туннелей, куда через телепорт проникнут наши экстраспециалисты. Они должны выйти на контакт с оставшимися в живых жителями и в случае необходимости расчистить путь от возможных непрошенных гостей, живущих в туннелях. Следом за экстраспециалистами пойдем мы. Зачем ты мне это сейчас рассказываешь? Если ты самостоятельно решил рисковать собой, оставляя миссию без руководителя, то это не спасет жителей в случае твоей смерти. А кто говорит о смерти? Не могу же я бросить тебя одну под землей. О моем участии в этой миссии было решено на самом высоком уровне руководства. И не тебе менять цели и средства в достижении поставленных задач. Ты, как всегда, права. Но я себе не прощу, если с тобой что-то случится. Занимайся своими делами, а я буду заниматься своими. Когда мне понадобится твоя помощь, то я обязательно к тебе обращусь. Хорошо? Хорошо. Тебе нужно быть у телепорта в 12 часов. Старайся не опаздывать.
Вы кто такие? После облучения помещений и проведения вакцинаций эти двое могут осуществить прямой контакт с нашей спецгруппой. Приступайте к выполнению полученного задания немедленно. Через час все должно быть готово. Я ожидал худшего, но состояние местных жителей и подземных помещений после затопления поверхности выглядит очень обнадеживающе. Мы нашли двух сотрудников лаборатории генетики и сетлеретики, которые могут быть нам полезны. Поговори с ними. Возможно, они дадут рекомендации в вопросе дальнейшей судьбы Луны. Ты, наверное, хочешь спросить, при чем здесь Луна? Нет, не хочу. Меня больше интересует, почему ты думаешь, что мы сможем сдвинуть Луну с ее орбиты? Сегодня мы знаем о Луне гораздо больше, чем все предыдущие поколения, жившие на Земле А. В свете новой информации, полученной с корабля «Антарес», мы должны найти генератор информационного поля, и, скорее всего, он находится внутри Луны. И что дальше? Как это поможет Луне изменить орбиту? Ты меня пугаешь. Я начинаю думать, что ты растеряла все свои аналитические способности. Ах, вот ты о чем. По-твоему, я перестала быть аналитиком событий? Я давно тебя знаю, но сейчас ты стал слишком самоуверенным. Ты не понимаешь, что те, кто оставил на Луне передатчик поля, ни за что не позволит кому бы то ни было влезать в его управление. И что ты предлагаешь? Я предлагаю не торопить события. Скоро мы все узнаем. Туда можно заходить, когда загорится зеленый сигнал. Я знаю. Я лабораторник из группы сетлеретики и генной инженерии. Мы сейчас пройдем в одну из наших лабораторий, где я смогу ответить на все ваши вопросы. Скажите, у вас есть экземпляры живых людей? Да, есть. Во время строительства поперечного соединительного туннеля наши проходчики наткнулись на старую лабораторию криогеники, где в капсулах находились представители мира людей. Мы вернули к жизни мужчину и женщину для проведения лабораторных исследований. Я могу их вам сейчас показать, но предупреждаю заранее, что это зрелище не из приятных. Нас очень сложно чем-нибудь удивить. Я знаю, о чем ты думаешь, но ты не знаешь главного. Луна – это полностью автономная управляемая космическая станция,
одной из древнейших цивилизаций. Эта цивилизация путешествует в межзвездном пространстве и выискивает пригодные для колонизации планеты. Я предполагала, что у Луны есть хозяин. Найдя в космосе подходящую незаселенную планету, их корабль выходит на низкую орбиту вокруг планеты и своей гравитацией уравновешивает ее хаотичное вращение. Планета начинает вращаться более стабильно. Смена времен года на такой планете принимает строгий циклический характер, и она становится пригодной для заселения. Значит, цивилизация людей была создана искусственно на Земле А? Это не цивилизация людей. Это материализованная цивилизация жителей Луны. Сами жители Луны находятся внутри корабля в оцифрованном виде и не имеют тел. А планета им нужна для создания биологических оболочек, пригодных для переселения их цифровых сущностей. А как же мы? Вас создали те из людей, кто хотел перемен в происходящем и стремился взять управление кораблем в свои руки. Фактически, это была попытка переворота. Им это практически удалось. Но в самый последний момент заговор был раскрыт, и автоматически включилась программа по физическому уничтожению всех биологических видов на планете. И что нас ждет дальше? Станция находится в режиме консервации перед полетом для поиска другой пригодной для генезиса планеты. Они знают, что мы за ними наблюдаем, и не торопятся со стартом. Если станция покинет орбиту, то Земля А вновь будет непригодна для проживания из-за разбалансировки оси вращения. Да, станция в Луне совершает приближение к Земле А для осуществления гравитационного маневра. И если вы хотите продолжить пользоваться Землей А, вам нужно проникнуть внутрь этой станции и взять ее управление на себя. А почему вы этого не можете сделать? Дело в том, что мы тоже не имеем тел. Наша цивилизация давно себя оцифровала, навсегда избавившись от недолговечных биологических форм. Теперь мне все ясно. Вы хотите, чтобы мы проникли внутрь системы корабля в Луне и попытались победить цифровую цивилизацию? Но я слабо себе представляю, как мы это сможем сделать. Вам не нужно никого побеждать, потому что у вас нет такого опыта. От вас требуется только проникнуть внутрь корабля. Остальное мы берем на себя. И как мы это сделаем? На Луне находится станция, где сейчас трудятся клоны людей. Клоны не имеют канала связи с кораблем внутри Луны, и вас невозможно отследить. В этом ваше преимущество. Найдите их, они вам помогут. Когда мы проникнем внутрь корабля, то как вы попадете туда же? Теперь мы всегда будем вместе с тобой, Анна. Мы уже прописаны в твоей голове. Что? Ах, вот ты где. С кем это ты здесь разговариваешь? Сама с собой. Это те самые человеческие представители из прошлого, которых мы нашли в сохранившейся лаборатории криогеники. А что означает рисунок на плече этой женщины?
Это символ оккупационных территорий. Оккупационных территорий? Да. Когда переселенцы с одного континента захватили земли на другом континенте, то местное население отказалось им подчиняться. Тогда захватчики уничтожили большую часть местного населения, а остальных загнали в закрытые зоны для медленного вымирания. Отсутствие бесплатной рабочей силы было восполнено с пленниками с другого континента, которые были захвачены во время предыдущей военной кампании. В это время и появился такой символ. Да они просто варвары. Гораздо хуже, поскольку колонизаторы на этом не успокоились. Они стали активно проводить политику свободной страны, и к ним поехали обездоленные люди со всего мира в поисках лучшей жизни. Здесь их нещадно эксплуатировали и заставляли участвовать в военных походах для захвата новых территорий. Надеюсь, что все закончилось хорошо. Да, этой страны больше не существует. Как, впрочем, и всех остальных. А вы не пытались приучить их к нашему образу жизни? Чтобы уменьшить их стресс от новых условий, мы поместили их в карантин. Но, похоже, их мало интересует наш образ жизни. Они непрерывно смотрят развлекательные видео, которые генерит им компьютер, и потребляют огромное количество калорий. Ничто другое, даже процесс традиционного спаривания, их не интересует. Ну, это как раз может явиться результатом стресса. Ты все-таки бросил свой пост на станции? Я оставил заместителя. К тому же, мне нужно лично убедиться в надежности подземных помещений. Что вам известно о генной лаборатории на Луне, где трудятся ваши сотрудники? Насколько я знаю, очень давно на Луне была обнаружена база, покинутая еще людьми, с лабораторией сетлеретики. Туда отправилась группа наших сотрудников для изучения. Но потом произошел удар астероидом в Луну, и больше мы о них ничего не слышали. Вы можете сообщить нам точное место расположения этой базы? Думаю, что да. Вот теперь мне понадобится твоя помощь. Что, опять нужно куда-то слетать? Не просто слетать. Нужен корабль с телепортом. Так у нас теперь все корабли с телепортами. Вот и отлично. Организуй нам такой корабль прямо сейчас. Я для этого как раз сюда и пришел. Собирайтесь. Вы тоже полетите с нами. Это то, что мы ищем. Тогда снижаемся. Готовь телепорт. Ты что, вот прямо так хочешь ввалиться в лабораторию? А ты предлагаешь это сделать по-другому?
Может быть, для начала мы им сообщим о нашем визите по радиосвязи? У нас с ними нет канала связи ни по радио, ни по видео. А телепатически? Хорошо. Давай телепатически. Они ждут нас. Идем. Когда мы телепортируемся, то прилуняй корабль, будь все время на связи. Я думал, что больше не увижу живых соотечественников. Как давно вы здесь находитесь? Практически всю мою жизнь. Вы здесь один? Нет, здесь моя дочь. А где весь остальной персонал? Их больше нет. А как же вам удалось выжить после столкновения астероида с Луной? Какого столкновения? Не было никакого столкновения. Просто с нами перестали выходить на связь с главной базы на Земле. И больше не прилетали транспортные корабли. Мы подумали, что про нас просто забыли. Не понял. Вы ничего не знаете о столкновении астероида с Луной? Все ясно. Это была гигантская голограмма от жителей внутри Луны. Кого? Ты мне об этом ничего не говорила. Я сама узнала об этом только 3 часа назад. Где ты могла об этом узнать, если последние 4 часа мы были вместе? Долго объяснять. Давайте решать, что нам делать дальше. Ты уже второй раз за сегодня меня пугаешь. Ты опять не знаешь, что нам делать. Что с тобой происходит? Я вижу, что у вас есть вопросы. Давайте пройдем в отсек управления и обо всем поговорим. Это моя дочь Лидия. Точнее, то, что от нее осталось после последнего проникновения. Здесь вы проводили эксперименты по оцифровыванию личности и перемещению ее в корабль внутри Луны? На начальном этапе сетлеретика ограничивалась только процессом оцифровывания человеческой личности для сохранения в виде матрицы. Но мы пошли дальше. При переносе записи личности с матрицы в 2 разных биологических тела возникал новый биологический вид, у которого был общий мозг, связанный каналом связи. 2 организма начинали работать совместно, выполняя общие команды. При блокировании канала связи оба тела становились самостоятельными субъектами, но их поведение оставалось практически идентичным. Поэтому в дальнейшем мы прекратили делать копии личности и работали только с оригиналом, перенося заряды с нейронов мозга в новое хранилище. Иными словами, переместив личность в новое тело, старое тело становится бесчувственным? Да, старое тело превращается в организм без личности, но при этом все физиологические потребности остаются в полном объеме. Ваша дочь сейчас находится именно в таком состоянии? Я продолжаю поддерживать в ней жизнь, в надежде, что она когда-нибудь вернется в свое тело. А куда вы отправили ее личность? Это был секретный проект, но спустя такое количество лет без связи, он утерял всякий смысл в секретности. Тогда, может быть, вы расскажете нам об этом? Хорошо. Когда мы нашли эту заброшенную базу людей, то не сразу поняли ее назначение. Все, что мы тогда поняли, здесь был пульт управления чем-то внутри Луны. Но позднее, после восстановления всего оборудования, оказалось, что это точка доступа в какую-то цифровую систему наподобие нашего мозга, только гораздо мощнее и протяженнее. Это космический корабль, в котором находятся цифровые копии инопланетян.
Их цивилизация ищет в космосе подходящую для биологической жизни планету, создает на ней биологические виды, а потом переписывает свои сущности в их тела. И когда планета становится полностью истощена по части ресурсов, то их корабль улетает в поисках другой планеты. Именно так мне и рассказывала моя дочь. Так вы ее отправили в этот корабль внутри Луны? Не ее, а только ее личность. И не на корабль, а только в модуль памяти, потому что доступ в основной цифровой портал корабля заблокирован. То есть личность вашей дочери сейчас находится где-то в памяти корабля? Сначала она находилась в модуле памяти, но потом она откуда-то узнала, что там находятся замаскированные входы в цифровой портал корабля, и приступила к их поискам. А что потом? Возможно, она нашла вход в портал, потому что Лидия так и не вернулась. Печально. Но, возможно, у вас есть какие-либо мысли по этому поводу? Да, если вы мне поможете, то я отправлюсь на поиски моей дочери. Нет, я отправляюсь вслед за Лидией и постараюсь ее там найти. Ты что? Ты хоть понимаешь, что это дорога в один конец? Понимаю, но ты не знаешь главного. Чего я не знаю? Ты не знаешь, что я там буду не одна. У нас есть сильные друзья, которые нам помогут. Какие еще друзья? Те, которые хотят нам помочь сберечь Землю А и не дать погибнуть нашей цивилизации. Я не понимаю, о чем ты говоришь, но я не смогу тебе помочь, если ты покинешь свое тело. Давайте начнем перемещение моей личности в модуль памяти корабля внутри Луны. Пойдемте, я покажу вам, как это можно сделать. Все это оборудование для осуществления процесса сетлеретики давно устарело. Мы создали компактную дистанционную модель в виде шлема и работали только с ней. На каком расстоянии она может функционировать? Мы не успели измерить точный радиус устойчивого подключения, поскольку у нас нет космического транспорта. Но если вы будете находиться, например, на орбите Луны, то соединение должно работать. Прекрасно. А как вы осуществляете возвращение личности в биологическое тело? Точно так же с помощью этого шлема. Поэтому я периодически надеваю шлем Лидии и жду ее возвращения. Подождите, я должен вас проинструктировать перед первым проникновением. В модуле памяти инопланетного корабля хранятся воспоминания всех жителей Земли. Поскольку каждый человек запоминает все события своей жизни по-разному, то в воспоминаниях возможно некоторые несоответствия с реальностью, но в пределах знаний той эпохи, где они жили. Это не должно вас сбивать с толку. Шкала времени воспоминаний начинается с момента переноса личности из биологического тела обратно в систему корабля внутри Луны. Фактически, это момент смерти мозга у биологического вида. Поэтому, когда я говорю, что вас отправляю на 5 минут, то это означает, что после проникновения в воспоминания конкретной личности вам остается 5 минут до ее смерти, после которой вы вновь переноситесь в свое тело. Понятно. Меня интересует, насколько я могу что-то менять в этих воспоминаниях. Ничего изменить в воспоминаниях нельзя, за исключением мест входа в цифровой портал. Но найти их не так-то просто. В воспоминаниях вы можете выступать в качестве внутреннего голоса для личности и даже выходить из его тела, но никто вас все равно не увидит. А как же в таком случае найти вход в цифровой портал? Вы хотите знать все сразу? Давайте сначала совершим несколько проникновений, чтобы вы могли ориентироваться в новой среде обитания. А начнем мы с самого конца, чтобы вы представляли, что вас ждет в конце каждого проникновения.
сейчас вы проникнете на 10 секунд в Европу 15 века. Именем Господа нашего. Ну как первое впечатление? Я только успела понять, что это были воспоминания женщины. Отлично. Продолжим. Именем короля! По указу мэра вы подлежите вакцинации. Сделай прививку и получи квартиру по программе реноваций. Сколько разных воспоминаний, а результат один и тот же. Вы правы, но нас интересует не это. Вход в центральный портал находится не здесь. А где? Все воспоминания – это зацикленные записи. Чтобы открыть доступ в портал, нужно любым способом эту зацикленность разорвать. И как это сделать? Например, вы можете попытаться посоветовать носителю воспоминаний изменить его действия. И если он не умрет, то откроется портал и пропустит вас. Вопрос лишь в том, что портал еще нужно найти. Мы перепробовали огромное количество ситуаций, но изменить поведение носителя воспоминаний оказалось совсем непросто. И еще сложнее оказалось найти спрятанный вход в портал. Но ваша дочь в конце концов выполнила все условия для получения аккаунта в портал. Да, но это произошло настолько неожиданно, что я даже не знаю подробностей, поскольку она больше не вернулась. Тогда как нам действовать дальше? Чтобы увеличить вероятность ответных действий носителя воспоминаний на ваш совет, нужно выбирать воспоминания в те временные промежутки, где происходило массовое вымирание людей в единицу времени. Например, во время войны или эпидемии. Люди постоянно находятся в ожидании смерти и хватаются буквально за любой совет. Поэтому я буду отправлять вас во времена с повышенной смертностью. Я готова. Я увеличу время вашего проникновения до 15 минут. Здесь что-то происходит. Что? Похоже на разноцветное сияние вокруг базы. И это сияние усиливается. Хорошо. Докладывай обо всем, что изменится. И будь наготове, если вдруг понадобится забрать нас отсюда. Похоже, что наше проникновение заметили. Да, раньше мы никого здесь не видели. Раньше вы не проникали в цифровой портал. Давайте вытаскивать Анну из модуля памяти. Эти точки как будто нанизаны на одну тонкую нить. Это 4 луны Юпитера. Но это же величайшее открытие. Вам нужно немедленно сообщить об этом Священному Синоду. Священному Синоду? Я пытался объяснить это нашему настоятелю отцу Симеону. И что он сказал? И не поверишь. Бог
создал мир за 7 дней. Бог сотворил человека по своему образу и подобию, 7 органами чувств, 2 глаза, 2 уха, 2 ноздри и 1 рот. Поэтому на небе может быть только 7 блуждающих светил: Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн. Все остальные блуждающие светила — это проделки дьявола. Что, так и сказал? Да, именно так и сказал. Я хочу поговорить с ним прямо сейчас. Я не поняла, что там произошло. Это мы тебя вернули. Похоже, нас здесь заметили. Так быстро? Нам нужно срочно уходить отсюда. Я не могу покинуть мою дочь. С ней ничего не случится. А вот без вас мы не справимся. И нам нужен этот шлем. Он справится. Вам нельзя здесь оставаться. Они вас оцифруют, заставят искать вашу дочь, а потом сотрут из памяти. Да, вы правы. Я хочу еще раз посмотреть на мою дочь. Давайте, только очень быстро. Я ни разу не проходил через телепорт. Это очень больно. Вы даже ничего не почувствуете. Вперед! Нет, я сразу за вами. Они вытягивают ее обратно. Сделай что-нибудь. Вам нужно попытаться освободить ноги. Ничего не получается. Видимо, мне не уйти с вами. Мы сейчас свяжемся со станцией, и они прилетят к нам на помощь. Нет, не теряйте на меня время. Берите этот шлем и найдите мою дочь. Но вы даже не сказали, где ее нужно искать. Лидия пропала в лагере смерти Аушвиц в середине 20 века. Я очень сожалею, но аккумулятор быстро разряжается. Торопитесь. У вас будет 2-3 попытки для проникновения, чтобы найти точку доступа в портал. Лидия нашла ее за 10 минут. Я постараюсь найти Лидию. Спасибо вам за все. Где он? Я не смогла его спасти. Мы поднимаемся на лунную орбиту. Тут есть помещение, где мы можем осуществить проникновение? Вот здесь есть грузовой отсек. Ты что-нибудь хочешь? Покажи мне галактику. Найди Аушвиц
В середине 20 века. Там должен быть вход в цифровой портал. Нашел. Сколько тебе нужно времени для поиска точки входа? Я думаю, 5 минут хватит. Хорошо, начали. Хороший у тебя коньяк. Французский. Вы здесь неплохо устроились. Снабжаетесь со всей Европы. Ты шутишь, Адольф? Мы не успеваем отработать с одними, а вы нам присылаете еще больше. 8 транспортов за неделю. Не переживай, Руди. Вся твоя работа хорошо оплачивается. И ты должен гордиться, что именно тебе поручили это дело. Да, я горжусь. Но... Послушай, Руди, я сейчас тебе скажу то, что не должен тебе говорить. Но мы все делаем общее дело, и ты должен это знать. Но учти, если ты кому-нибудь об этом расскажешь, то тебя расстреляют как предателя Третьего рейха. Ты же меня хорошо знаешь, Адольф. Мы с тобой... Замолчи и слушай. Нашу с тобой работу частично оплачивают американские фирмы. Американские? А им-то это зачем? Они участвуют в создании государства на Ближнем Востоке. И им нужны умные и здоровые жители для освоения новых территорий. А мы здесь занимаемся фильтрацией и утилизацией отходов от их национальных интересов. Мы? Хорошо, ты. Ты занимаешься утилизацией. И как давно американцы нас финансируют? Давно. Уж не хочешь ли ты сказать, что наша партия победила на выборах тоже на американские деньги? А вот этого ты не должен был говорить. Теперь мне придется тебя убить. Конечно же, мы победили на выборах благодаря единодушной поддержке германского народа. Американцы настолько тупые, чтобы понять этот безоговорочный шаг нашего населения. Ладно, пойдем проинспектируем очередные отходы. Ну и шутки у тебя, Адольф. Черт, я забыл у тебя фуражку. Я хочу заявить о предательстве высшего офицера Рейха. Кажется, я нашла вход в портал. Попробую разобраться за полминуты. Еще одной попытки нам может не хватить. Я готова. Он сейчас вернется за фуражкой.
вошла в цифровой портал. Ей это удалось. Теперь все будет зависеть только от нее. Нужно увести их подальше от нашей станции. Молодец, Анна. Мы знали, что ты с этим справишься. Что мне теперь нужно делать? Ничего. Твоя миссия окончена. Отдыхай и смотри. Теперь пришло время наших действий. Мы еще увидимся? Обязательно. Теперь мы будем вместе целую вечность. Стой, где стоишь. Здравствуй, Лидия. Откуда ты меня знаешь? Твой отец послал меня, чтобы я тебя нашла. Мой отец? Как он там? Он очень за тебя беспокоился. А что со мной может произойти? А вот как ты здесь оказалась? Я здесь вместе с нашими инопланетными друзьями. Они сейчас пытаются захватить этот корабль, чтобы спасти нашу планету. Какие еще инопланетяне? Как ты их сюда провела? Они были прописаны у меня в нейронах мозга. Что ты наделала? Это не инопланетяне. Это цифровой вирус, созданный еще людьми. Я уничтожила свой вирус, когда поняла, что они не те, за кого себя выдают. Вон, полюбуйся на свою беспечность. Они захватят корабль и улетят к другой планете. Что нам теперь делать? Уже ничего. Хотя, я знаю, идем. Куда? Да здесь недалеко. Я случайно нашла это место. Там есть тот, кто нам поможет. Кто это? Это цифровая копия планеты Земля. Если мы ее освободим, то она уничтожит вирус. Так давай это сделаем. Не все так просто. Здесь такая защита, что нам ее просто так не одолеть. Нужно хорошо подумать. И как эта защита работает? Если бы это знать, то я бы давно ее освободила. Защита действует настолько быстро, что глаз не успевает ничего рассмотреть. Этот мир живет по законам цифрового пространства. Мы можем здесь мысленно создать все, что угодно, и оно начнет работать. Но я не разбираюсь в технических вопросах. Я разбираюсь. Нам понадобится концентратор времени. Ты знаешь, как он устроен? Конечно. Сейчас мы увидим, как устроена защита. Видишь, все не так сложно. Пойдем выпустим нашу Землю на свободу. Идем с нами. Что ты делаешь? Не прикасайся к ней, иначе станешь носителем ее энергии. А что в этом плохого?
Получив ее энергию и силу, ты станешь ее клоном и никогда не сможешь вернуться назад в свое тело. Хорошо, мы сейчас выведем тебя отсюда. Встань рядом с нами. Куда собрались? Вы меня обманули. Мы не умеем обманывать, потому что у нас нет такого блока. Мы действуем строго в рамках нашей программы. Это не имеет значения. Вы думаете, что напугали меня этим ребенком? А что ты скажешь на это? Папа? Он тебя не слышит. Что ты хочешь? Ты сама прекрасно это знаешь. Давай меняться. Нет, он обманул нас один раз, обманет и второй. У вас все равно нет выбора. Выбор есть всегда. Зачем? Ей это удалось. Возвращаемся на станцию. Планета Земля А. 8 августа 2533 года, 22 часа 30 минут. Покажи мне галактику. Анна, не приставай к пилоту. Идем.